Ребятки, эмоции неподдельные, правда. Салям алейкум, как говорится, приветствуем вас в прекрасном Дубае. Находимся в Skydive Dubai. Это место, где вы можете прыгать с парашютом. Но сегодня, внимание сюда, на человека, который идет, нет, не стол несет, а вот туда вот. Человек с реактивным ранцем. А это, посмотрите направо. So this is a fuel, right? This is the jet fuel. Let me help you. Yeah? Have a good day. Так, ребятки, ближе к делу мероприятия, на котором мы находимся. Эксклюзивный доступ сюда никому нельзя, кроме пилотов и продакшн-тим. Это гонка, первая в мире гонка на реактивных ранцах. Вот те самые видео, которые вы видели из Дубая не только. Итак, ребятки, что мы видим? Близко подходить пока что не будем, потому что пилоты готовятся к гонке. Здесь вообще, повторюсь, не очень-то можно находиться, но нам, скажем так, разрешили. Реактивные ранцы, и все они одинаковые, разработаны они компанией Gravity Industries. И чтобы вы понимали, разработаны, это вот не просто разработаны, у них уже практически целый конвейер. Они несколько лет выпускают эти ранцы, у них даже есть школа в Великобритании, куда вы можете приехать, в течение дня обучиться и ближе к вечеру уже полететь самостоятельно на этом реактивном ранце. Полет, кстати, не дешевый, стоит $8500 с обучением. Но если вы уже опытный, проходили обучение, то можно просто полетать за $3500. 3 часа полета, но под наблюдением специалистов только на их базе в Великобритании. И по секрету, этот ранец, если вы найдете точки соприкосновения, и, так сказать, не всем подряд продают, но его можно купить. Стоимость $450 000. Мы находимся на первой в мире гонке на реактивных ранцах, и у них называется заезд почему-то, не вылет, не полет, а почему-то заезд на реактивных ранцах. Их будет сегодня несколько, соревнуются по 2 пилота в одной гонке, ставят поплавки, белый, красный, но это где нужно прямо пролететь, где повернуть, желтый поплавок, где зона приземления, длина трассы около 1 километра. Соответственно, соревнуются по двое, потом дальше это четвертьфинал, полуфинал, финал, и есть, собственно, победитель. По каждому вылет несколько очень важных и интересных слов о компании Gravity Industries, которая занимается единственная компания такая крупная в мире, ну там есть еще стартапы некоторые, но вот что касается допуска вот в таком масштабе, только у Gravity Industries. Компания основана в 2017 году, в 2017, всего 7 лет спустя, кроме шуток, уже вот такой вот уровень. Основатели компании зовут Ричард Браунинг, бывший морпех 6 лет, а также 16 лет в нефтяной компании British Petroleum. Интересный у него опыт. Также пишут, что у его семьи богатая история в сфере авиации, отсюда и любовь к такой необычной деятельности. Первую версию летающего костюма представили в 2018 году, причем Браунинг все тестировал лично. Вот у человека стальные... Воля стальная. А уже в ноябре 2021 года показали, назовем это, костюм железного человека практически. Это самая приближенная версия в том виде, в котором мы знаем его сейчас, который допускается до соревнований, в том числе в Дубай-Харбор, бухта Дубая. И непосредственно вблизи вот этих вот яхт за $1 000 000 летают люди на реактивных ранцах. Так вот, в 2021 году, когда был официальный анонс вот этого вот костюма, Браунинг лично, вот кадры с этого мероприятия, лично взлетел, приземлился, причем несколько раз на капот джипа, на крышу кабины грузовика и на балкон, заполненный зрителями, чтобы показать маневренность, ну и надежность вот этого костюма. Откуда деньги, спросите вы, такую штуку? Реактивные двигатели, все-таки партнеры компании, это Red Bull, та самая компания Red Bull, которая где-то в Дубае, как это называется, 7-звездочный отель-то? Не Бурдж-Халифа, а на который самолет-то приземлялся. Да, вот об этом и речь. С 2017 года компания Gravity провела уже около 100 мероприятий, причем многие из этих мероприятий с участием британских и нидерландских, ну, естественно, военно-морских сил. Этот ранец, так как основатель компании бывший морпех, планируется, возможно, использовать в гражданских и не только целях. Прошу сюда, прошу внимания сюда, слева. Это вполне, как видите, носимое устройство. Вот все реактивные ранцы стоят. Вес 27 килограмм с топливом около 45 килограмм. То есть там около плюс-минус 20 литров топлива в каждом ранце. Реактивного топлива, чтобы вы понимали. Вот оно в баках красных стоит. Время полета составляет 5-10 минут, 4 турбины на руках. На ногах турбин нет. Ричард Браунинг, когда тестировал ранец, сказал, что если турбины будут и на ногах, управлять им очень неудобно. То есть такой вариант тоже был изначально. Потом оставили турбины только на руках. И одна турбина, если я все правильно понял,
Внимание, внимание. И одна турбина находится сзади за спиной. Это обеспечивает максимальную маневренность. Развлечение это, если это можно так назвать, и если вы накопите денег и вдруг вы захотите его купить, не для всех. Максимальный взлетный вес, то есть вес, который вот может поднять пилота и маневрировать, 91 килограмм. Это максимум. Ребятушки, мощность, вот эта вот коробочка, видите, вот справа, суммарная мощность. 1060 лошадиных сил. Вы вообще представляете, у вас там, у кого-нибудь там Kia Cerato или Kia Sportage какой-нибудь 175 лошадиных сил, и вот это вот за вами на руках 1060 лошадиных сил. Можно подняться на 3,5 километра, да ладно, это выше этих всех небоскребов может получается, 3,5 километра, и есть даже рекорд скорости 137 километров в час. Также вот есть интересный факт, что у них шлем с проекционным дисплеем, на который выводится информация об уровне топливной системы, в том числе и разная другая информация. В будущем, возможно, навигатор, Яндекс.Навигатор, маршрут проложен. Yes, no, absolutely. Так, thank you. Ребятушки, начинается гонка. Just for your safety, yeah? Absolutely, no questions, thank you. Первая в мире гонка на реактивных ранцах. Я читал такую легенду. Знаете, когда появилась первая в мире гонка на мотоциклах? Есть идеи? Ровно в тот день, когда был собран второй мотоцикл. Ровно в тот же день началась гонка на мотоциклах. С реактивными ранцами то же самое. FPV-дроны. Мы как-то раз приехали в Дубай со своим коптером. Там на выходе уже из аэропорта прям вот город перед тобой. Маленький такой досмотр. У нас был коптер с собой. И мне говорят, у вас что, коптер? Я говорю, ну да. Он говорит, вот полиция, отделение, будьте добры. Тут вообще-то можно в тюрьму попасть за коптер. Забрали полицию коптер, и только на вылете обратно полицейские разрешили нам его там со специальной бумагой обратно забрать из отделения, из участка, и, собственно, можно было его увезти. То есть конфискация, но временная. Guys, can I ask you a question? How many permissions do you need to land a drone here in Dubai? A lot of permissions, right? Every day. Yeah, every day. И вот еще FPV-дрон. Смотрите, вот справа. У каждого коптера своя высота, каждый летает только по своему маршруту, и они подаются в центр авиации, гражданской авиации Дубая. У них как бы вышка аэропорта Дубая, DXB знает, что коптеры здесь летают. Ну, собственно, тут аэродром. Вот как надо стоять. Вон пилот справа. Вот они готовятся, и на счет раз, два, три стартуют. Ребятки, вы хотели увидеть будущее? Это оно. Реактивный маленький самолет, фактически два маленьких реактивных самолета летят рядом с нами. Ну это гонка, они соревнуются. Приземление. Кто-то выиграл, только что кто-то выиграл, кто-то пришел второй, но тот случай, когда, что называется, главное не победа, а участие, эти люди только что приняли участие в первой в мире гонке на реактивных ранцах. Ребятки, и вы это тоже видели. Круто! Обалдеть. Топливом пахнет. Ну как, рядом пролетел реактивный самолет. Ну кто там рядом с аэродромом бывает, живет, вот это запах такой. Конечно, шум от него, потому что у Браунинга есть идея, что в том числе эти костюмы будут использоваться в каких-то военных операциях, но подлететь на нем незаметно, сами понимаете, это, ну, шум вообще уши закладывает. Когда вот сейчас говорили, даже себя не слушали. Но маневренность, устойчивость, да, хорошо шел. Причем у каждого пилота какая-то уже своя стратегия управления. Один просто вот так вот боком обходил поплавок, а второй вперед выкинул руки с турбинами и спиной прошел поворот, и потом развернулся уже вот здесь вот на повороте. 30 градусов почти в Дубае. Следующий выезд ждем. Ребятки, следующий заезд мы уже на зоне лендинга, то есть зоне приземления, зона финиша. Скорости пока что небольшие. Вообще максимальная скорость, которую развивает этот костюм, около 140 или даже больше километров в час. То есть 137 он официально развивал. Они как гимнастки выполняют приземление, видели, да? Оп! Прилетел. Ну, это такой типа гонка, типа соревнования, но на самом деле, естественно, это довольно узкий круг, небольшая тусовка. Круто! Салют, ты что здесь делаешь? Расскажи вкратце. Ну, работаю Тебе оператором. можно показывать? Ты не секретный человек. Средненько. Работаешь в Дубае оператором? В Абу-Даби. В Абу-Даби. Новостное агентство, вот, снимаем новости, спорт. Русскоязычному устроиться
русскоязычному человеку устроиться в Абу-Даби на работу? Нужен язык хотя бы чуть-чуть. Арабы владеют Да. английским языком. То есть коренные арабы, Да. ну, у них он Не такой супер, средний, не супер, да. И для понимания достаточно прям совсем чуть-чуть. То есть ты официально, то есть, наверное, зарплата неплохая, да? Нельзя раскрывать. вот, Ну, но, в это принципе, естественно, да. нормально. На жизнь хватает. Да. А вот ты живешь вот в каком-то вот таком доме? Нет. Нет? Это другой город, Дубай это как бы один из Эмиратов, Да. а Абу-Даби это столица Объединенных Арабских Эмиратов. Мы живем в Абу-Даби с женой, Доволен? абсолютно. Главный вопрос. Ты в июле что будешь делать здесь? Работать. Ты в июле будешь здесь? Да. Новости кто будет делать? То есть в июле многие уезжают, плюс 50, но вы остаетесь, все равно работаете. А голова, крыша не едет от жары? Здесь все под кондиционером, здесь сравнительно так же, как с Россией. В России есть батареи зимой, Окей. здесь кондиционеры летом. В двух словах, как тебе? Ты первый раз это видишь или Да, видал первый уже? раз абсолютно. Что скажешь? Очень круто. Смотрится просто туристически. Попробовал бы такое? Думаю, поучиться немножко потренироваться, я думаю, да. То есть ты Прям. не против, да? Абсолютно нет. Я бы прям сгорелся этой идеей. если Спасибо бы тебе была еще раз. возможность. Удачи тебе в июле. И не Спасибо только. большое. Да. Спасибо. Ребятушки, гонка закончилась. Мы, к сожалению, давайте пойдем, тут лучше не стоять, заграживаем проход. Пропустили награждение, потому что сейчас объясним почему. Потому что хотели успеть еще на одно мероприятие, чтобы сделать для вас отдельный обзор. Это, ребятушки, Dubai Boat Show, выставка яхт в Дубае. Отдельное мероприятие, на которое у нас тоже есть немного времени, с удовольствием сделаем для вас отдельное видео. И возвращаясь к джетпакам, о которых мы рассказывали в обзоре, напомним цены: 8500 евро. Обучение в течение дня, плюс потом 2-3 часа полетов, но только в Великобритании. У них пока база только в Великобритании. Можете 3 часа действительно самостоятельно, если у вас нет каких-то ограничений, и вес 91 килограмм или меньше, полетать на джетпаке. Или 450 тысяч евро, и вы можете купить себе джетпак. С удовольствием почитаем ваши комментарии. Гонка джетпаков, первая в мире гонка джетпаков, а следующий обзор, надеемся, будет про яхт-шоу в Дубае. Тема для отдельного обзора. Много всего интересного происходит в Дубае. Ждем ваши комментарии, увидимся, пока.